имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. В то время меня из консерватории взяли в армию краснознаменный ансамбль. И я 12 лет сидел, ни одного раза не вышел на сцену с сольным произведением. Рядовой краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии имени Александрова, он станет любимцем большого начальства после того, как буквально спасет важный концерт. И министра культуры Фурцеву. Леонид Харитонов впервые рассказывает неофициальную историю своего взлета. 12 апреля 1965 года, на день запуска Гагарина в 1965 году, был концерт. Ну, как всегда, собирались со всего Советского Союза, всех народных СССР, коллективы и так далее. И вдруг посреди этого, после нашего выступления, посреди концерта, конечно, все правительство там все, заходит Фурцева за кулисы и говорит: ансамбль Александрова, не расходитесь. И довольно-таки так жестко сказал: вот что. Правительство, Центральное политбюро и лично Леонид Ильич Брежнев вами недоволен. Вы сколько лет уже поете эту калинку, сколько лет уже, так сказать, поете «Солнце скрылось за горою», а нового ничего нет. Фурцева объявляет Александрову испытательный срок. Через 20 дней, к годовщине со дня рождения Ленина, должен быть новый номер. Хор зароптал. На лице Александрова паника. И тогда он решает рискнуть. В обработке Бориса Александрова русская народная песня «Утес». Солист Леонид Харитонов. Вышел, там уже пошел слух какой-то, новый Шаляпин появился, там все собрались за кулисами, я еле протиснулся туда. Иду к микрофонам, они для меня показались так далеко, думаю, как дойду я сегодня до них, у меня всего колотун, они сидят все в первом ряду, правительство-то. Ну и там, дал он мне вступление, и я запел. Есть на Волге утес. А когда я запеваю, я как глухарь. Я ничего больше не слышу. Выдал полностью, только заметил, что у меня нога все продолжает, значит, работать. Вдруг как заорали в зале. Я пошел за кулисы. Там кричат: идите, вас еще просят. Я вышел к краешку так, Брежнев показывает. А он, когда я спел, он встал весь зал. И он показывает. Ну ладно. Борис Александрович говорит: надо повторить. Я говорю: да я уже сейчас упаду, говорю, уже еле стою. Брежнев показывает микрофона.
Спели мы последний куплет. Я еще эту верхнюю ноту подержал подольше, хорошо села. Ушел, Фурцева подходит ко мне, говорит: а где ты раньше был? Сразу мне дали машину, я сказал, что плохо себя чувствую. Привезли домой, и у меня левую сторону парализовало. В прессе с тех пор его станут звать не иначе, как «Сибирский Шаляпин». За границей рекламировать будут не хор Александрова, а Харитонова. Зрители пойдут именно на него. Брежнев перед концертом теперь обязательно спрашивает, будет ли Харитонов. Певца представляют к званию народного артиста СССР. Для парня из глубинки с 4 классами образования это немыслимый успех. Я по улице поехал, по дороге поскакал, по тропинке между бург, между стерх, между скал. И тут в аппарате Министерства обороны возмутились. Ему ставят условие, что будет петь только то, что они прикажут, а не то, что сам хочет. Артист, может, и выполнил бы приказ. Но когда ему пригрозили, что не подпишут документы на присвоение звания, да еще в грубой, фамильярной манере, он не стерпел. Кулак Харитонова попал прямо в лицо генерала. Как ни странно, после этой истории певца зовут в Большой театр. Но когда уже издан приказ о зачислении в труппу и оформляются документы, его просят приехать к министру обороны на частную встречу на высшем уровне. Из Германии приезжает министр обороны Гофман. Ты у Гречка в Барвихе на даче не споешь для нас? В общем, спел я, Гречка говорит, не уходи. Мы сейчас Гофмана проводим, поговорим. В общем, остались, поговорили, трали-вали, туда-сюда, сколько семья, туда. В общем, привезли меня сюда. У меня квартира была 26 метров, 5 человек. Кухня 4,5 метра. Я когда увидел вот эту комнату, когда она раздетая, это был какой-то вся наша та квартира. Квартира в сталинском доме. Из нее только-только выехал маршал Малиновский. Престижный район, практически в центре Москвы. От такого щедрого подарка он отказываться не станет. Ради семьи Харитонов откажется от мечты. Он продолжает выступать в Кремле, но поет не любимые арии Дона Карлоса или Ивана Сусанина, а Меж высоких хлебов затерялась небо.